Это очень большой кризис. Рынки упали, повышение криминалитета. Хабаровский край, он в холодной гражданской войне. Президент, он вообще не понимает, что он сделал. Мы готовы убить друг друга. Объединение населения будет продолжаться. Я не хочу жить в такой стране с жесткой конкретикой, как обычно. Игорь, в последнее время слишком много пугающей информации, что мир и Россию ждет вторая волна коронавируса. Как вы думаете, будет ли вторая волна? Если будет, то к чему нам стоит готовиться? Слушай, волны глупости идут постоянно. Первая волна коронавируса — это была гигантская цунами глупости. В России 5% падения ВВП. Это то, что уже отфиксировано. Не знаю, насколько это верно, может быть, больше. К концу года будет понятно, потому что есть еще эффекты, которые не проявились. Уже понятно, что на 5% снизились уже сейчас доходы в среднем людей по стране. И это только начало, потому что огромное количество бизнесов еще какое-то время там дышат, сопротивляются, там жгут деньги, палят, но они закроются тоже. Вот, поэтому следует рассчитывать где-то на 5-10% падения ВВП, а люди потеряют до 10% доходов в среднем. Это много. Это очень много. Вторая волна коронавируса будет или нет? Вторая волна, конечно, будет, и третья будет, и четвертая, и пятая. Сейчас все больше и больше всякие вирусы будут распространяться. Плотность людей растет, ну что, зараза липнет, зараза распространяется. Вот. Ну а вирусы всегда прогрессируют. Дело в том, что из каких-то тропических лесов могут до нас прийти вирусы, которые, давно прекрасно существовали, но люди о них не знали. Остается только верить, что люди все равно поборят любые эти штуки, потому что, в частности, с короной случилось, не так, как в свое время с испанкой. Все-таки медицина, все-таки развитие, все-таки много человечество придумало всяких таких страховок. Поэтому волны будут, но не следует их, в общем-то, так драматизировать. Эти волны могут быть использованы скорее политиками или какими-то людьми для того, чтобы, в очередной раз задоминировать кого-то, достигнуть своих политических интересов и так далее. Вот это гораздо страшнее. Пару месяцев назад в одном из своих выпусков вы сказали, что кризис только начинается, и настоящий кризис будет виден в сентябре. Как вы думаете, насколько он может затянуться и насколько сильным он будет? Это очень большой кризис, который приводит к тому, что, слушай, ведь бедные люди, которые вынуждены защищаться за свою жизнь и так далее, как собака, загнанная в угол, в хорошем смысле, куда ей деваться? Снижение доходов всегда в любой стране и в России, в частности, приводит к одному – повышению криминалитета, увеличение депрессии, увеличение алкоголизма, болезней и всего остального. Поэтому что тут ждать-то? На самом деле мы впадаем в одну из самых неприятных полос за последние 15 лет развития России. Без перспектив... Сейчас я сформулирую. Без перспектив... Короче, самая страшная полоса сейчас наступает в России. Без перспектив... Тьфу, ё-моё. Короче, перспективы ни хера нет никакой. Не, смеяться тут не надо, потому что это, знаешь, вроде все есть, силы есть, руки, ноги, голова есть, вроде все есть, да? А что с этим делать? Вообще наше правительство не понимает. Ты посмотри, кого они отправили в Хабаровск. Я не знаю ситуацию с криминалом, с судами, кто кого убил. Я не могу разобраться, правда. Но то, как власти отреагировали, и то, какой человек сейчас исполняет обязанности руководителя региона, говорит о том, что президент, он вообще не понимает, что он сделал. То есть он все сделал для того, чтобы люди дальше ходили на площади. И я думаю, общественный договор может состояться в Хабаровске только при условии, что этого человека уберут. Поставят другого нормального, кто умеет с народом говорить, кто может выйти, установить контакт, коммуникацию и так далее. И не важно, что он из ЛДПР, так же, как и Фургал. Не важно, но по нему же видно, что он не дотягивает до этой позиции. Это очень простая вещь. Смотри, руководитель региона должен быть очень понятный человек. Его должны понимать и принимать люди. Я не понимаю.
Я не понимаю. Я представляю, каково хабаровчанам, которые ходят там, не знаю, на сходки, на демонстрации и так далее. Правильно делают, что ходят. Они выражают свое непонимание, почему к ним прислали человека, который вообще не из региона, которого они не выбирали, который не умеет разговаривать с людьми, и что он там вообще делает. И почему такое неуважение к людям, к позиции людей. Они не понимают, поэтому ходят. Поэтому я считаю так, это все симптомы нарастающего кризиса. Вот они. Причем на пустом месте, подчеркиваю. Мы бы могли работать, мы бы могли благоустраивать место, где живем, а страну нет. Мы конфликтуем друг с другом, мы готовы убить друг друга. Одни готовы защищать устаревшие порядки и подходы, другие идут, чтобы взорвать это. В принципе, мы как страна, вот если взять Хабаровский край, он в холодной гражданской войне. И другие регионы, другие города на это смотрят, учатся. В принципе, во всех регионах подготавливается точно такая ситуация. Вот когда в Америке были все эти погромы, тиктоки, инстаграмы, фейсбуки, разнесли все эти погромы по всему земному шарику, вот то же самое будет в России. В общем, я считаю, надо как можно быстрее с этим заканчивать, не путем в автозаки там демонстрантов сажать, да, а путем того, чтобы настроить решение во власти. Убрать сегодняшнего исполняющего обязанности срочно. Придумать решение, чтобы в регион приехал человек, которого одобряют местные жители. Вот и все. Вернемся к экономике и кризису. Правильно ли я услышал, что нам стоит ждать ухудшения экономической ситуации? Давайте факты просто. Экспортная выручка «Газпрома» снизилась в 10 раз. Экспортные доходы энергодержавы, всемирной энергодержавы находятся на драматически низком уровне. Почему? А потому что весь мир сказал, а нам не нужна великая сверхдержава в энергетике. Мы не будем покупать у вас углеводороды. Вот и все. Это не значит, что кто-то плохой. Это означает, что огромное количество социальных обязательств будет не выполнено. Да? И обеднение населения будет продолжаться. Ну, например, статистика говорит, что за этот полгода, за первые полгода прибыль крупных и средних компаний в 2 раза упала. Это означает опять меньше инвестиций, меньше средств производства, меньше рабочих мест и так далее. Всего меньше. Засыхаем. Если раньше Россия, Советский Союз был 12% ВВП мирового, напомню, сейчас скоро 1% будет. Можете себе представить? 1. Для меня уже все ясно, что страна, как она сейчас живет, она стремительно скукоживается дальше. Еще раз повторю. Это не плохо, не хорошо, это факт. Поэтому вот этот кризис, коронавирус и так далее, он только подтолкнул это. Поэтому что я лично делаю для того, чтобы... Ну вот на том месте, где я действую, где я влияю, там, да, ну, там получается в этом анклаве экономика растет, а производительность растет. Слушай, у меня в ареале 7 тысяч человек, 7 тысяч рабочих мест. На них все тип-топ. Ну и что? Это что, оазис там в пустыне, да? Он тоже не может ничего изменить. Хорошо, есть еще 100 таких, как я. 1000, наверное. Ну, еще 1000 таких анклавов. А нам нужно 10 тысяч, нам нужно 100 тысяч таких, а их нет. Их нет, а я хочу, чтобы они были. Мое действие – это увеличить количество таких людей, которые за себя и за страну. То есть они хотят жить в другой стране, не такой, как сейчас. Еще раз, ей-богу говорю, я не хочу жить в такой стране, как сейчас. Я хочу ее благоустроить. В России так всегда было. Чем хуже было в России, тем потом почему-то находились силы добра, которые все-таки приходили и все меняли. Поэтому сейчас так будет. Только не сразу и не точно. Игорь, вы сказали, что нет никаких предпосылок пока что, чтобы тренд изменился. А это значит, что кризис затянется. Есть ли в связи с этим риск дефолта? Ну, во-первых, вероятность дефолта есть всегда. Но вот в данный момент я не вижу больших предпосылок к этому. Правительство, финансовые власти научились, не объявляя дефолт, переваливать обязательства на население. Это же очень просто. Зачем объявлять дефолт, если можно
так сказать, сделать так, что все другие заплатят за твои не очень хорошие управленческие решения. Поэтому в этом смысле компетенции сегодня у властей, мне кажется, хорошие. Именно это приводит к тому, что поддержка в период коронавируса для населения, для бизнеса и для компаний была на категорически недостаточном уровне. Ну, ты представь себе, сидит такие вот, финансовые власти, и вся страна, у них, реально, вот золото, накоплений, всего вот столько, да. Вот кризис идет, и надо смягчить раздавать деньги особо нуждающимся-то, поддержать, чтобы держать экономику. Они не делают этого. Они говорят, мы резервы сохраним, потому что, если мы не сохраним резервы, а вдруг война, и у нас вообще ничего не будет, да? Вроде они поступают правильно. Но именно поэтому экономика падает на 5-10%, да, и когда кризис заканчивается, мы уже живем несколько в другой базе, да? Налогов меньше и все такое. Как ваша компания проживает кризис и какие меры были приняты в компании Технониколь? На удивление хорошо проживает. Ваша компания упала прибыль на 50%? Слушай, фиксировать падение по году мы сможем позже, а вот за первую половину года прибыль выросла. Мы посмотрели и провели факторный анализ. Уход с рынка более слабых компаний. Просто они либо прекратили, либо сильно снизили свою активность. Кто-то так испугался, что он ушел на самоизоляцию и уже не вернулся. Мы сразу тебе скажем, никакой самоизоляции, мы никуда не уходили. То есть, там офисы какие-то ушли, но заводы работали от и до. В моей компании Priteq, большинство компаний работали. Несколько компаний закрылись за это время, правда. У них выручка просто обнулилась. Но в целом, вот если взять все бизнес-активы, прибыль выросла. Просто они хорошо готовы к этому кризису. Больше везет тому, кто лучше готов. По сути, я никак по-другому не могу объяснить текущий феномен. А как вообще можно подготовиться к кризису? Да, хороший вопрос. Есть белые лебедя, есть черные. Если по аббревиатуре людей, которые называют белым лебедем, это то, что мы знаем, что может случиться, но случается крайне редко. И черный лебедь — это то, что мы даже не знаем, что оно может случиться, но оно иногда случается. Вот к белым лебедям, конечно же, можно просто готовиться системно. Например, типичный пример белого лебедя — это цикличное поведение некоторых рынков. Когда ты находишься в волне возвращающегося спроса, тебе кажется, так будет всегда. Но люди, которые просто смотрели исторический тренд, они видели, что вот такая волна, поэтому они говорят, вот сейчас прет, но мы уже готовимся, что будет спад, и нам надо будет поджиматься и так далее. Это белый лебедь. Черный лебедь — это тот, где ты не можешь взять какой-то исторический тренд. К нему, кажется, нельзя подготовиться. Раз мы не знаем, к чему готовиться, мы не можем подготовиться. А вот и неправда. Можно. Дело в том, что все эти черные лебедя, когда они происходят, это экстраординарные события, но в этот момент они проявляются в виде того, что резко изменяется много таких достаточно обычных вещей. Например, рынки упали, курсы взметнулись, протекционистские меры ввели, там какие-то кризисы, да, изоляцию включили, на улице выходить нельзя. Смотри, просто вообще кошмар, да. К этому готовиться следующим образом. Например, в X10 Академии я так учу 4 базовым фундаментальным принципам жизни. Первое. Как не умирать в любых условиях. Даже тогда, когда черный лебедь приходит, или даже несколько черных лебедей. Я не буду сейчас пересказывать, как я это делаю. Если ты хочешь узнать, приходи в X10 Академию и все. Я перечислю, какие блоки основные есть. Как не умирать в любых условиях. Как знать пределы ума, души и тела, чтобы не рисковать понапрасну и не умирать преждевременно. Третье. Как расширить пределы функционирования ума, души и тела. Это так, чтобы в более широкой области функционировать, потому что когда смерч, ураган и все события, смотри, и все спасаются, да, а ты в этот момент
можешь функционировать, ты именно в этот момент можешь построить все самые клевые штуки, да? Вот. Ну и четвертое. Как видеть экстраординарные возможности там, где их не видят другие, или видят, но не могут использовать. Вот. Эти 4 блока — это фундаментальные части X10 Академии. Все. Тот, кто это видит и у кого этой области прокачано, тот мастер жизни. Мастер жизни, который не умирает в любых обстоятельствах, не рискует понапрасну, расширяет область функционирования, чтобы, когда другие уже отказывают, а он на коне, и самое главное, видит экстраординарные возможности и видит и может воспользоваться. Потому что многие видят и обездвижены в этот момент. Не могут стрельнуть эту барашку. А что ты? Стреляй! У тебя есть 2 секунды. Пу! Барашек вышел так между деревьев и ушел. Он такой, пока он там заряжал, готовился, пока целился, а потом, а можно барашку стрелять? А экологи там они что? Стреляй барашку, пока вышел. Ты чего? Игорь, что необходимо делать простым людям, которые понимают всю сложность ситуации, всю глубину кризиса? От вас нужна инструкция. Жесткая конкретика, как обычно. Как обычно. На этот раз у меня есть для тебя жесткая конкретика. Первое. Найти неоправданных оптимистов, как я, запартнериться с ними или устроиться на работу в такие компании. Это жесткая конкретика. Иных способов человеку обрести мощное, сильное будущее не существует. Не надо пальцы загибать. Это первое и последнее, что я хотел сказать. Представь себе, ты пошел бы в школу и учился бы у тех, чьей единственной целью было бы так: научить тебя тому, чтобы ты никогда их не переплюнул, чтобы ты всегда на них работал и всегда от них зависел. Довольствуйся тем, что у тебя есть. Если тебе недостаточно то, что у тебя есть, то поменяй отношение к этому, да? То есть из тебя готовят не просто раба, а послушного раба. Чего будет с экономикой такой страны? Я не знаю, что будет. Но у нас сейчас конкретно такая страна. Я не хочу это. Поэтому школы, на которые я влияю, там будут люди, которые автономные, самодостаточные, умеющие замысливать свое и достигать это, используя любые ресурсы, которые они увидят по дороге. Поэтому мой единственный, первый и самый главный и последний тебе совет — найди человека, рядом с которым ты будешь. Это может быть твой наниматель, это может быть твой партнер. Это человек, который обладает неоправданным оптимизмом, который благоустраивает дом, двор, где живет, страну, в которой живет, да? Слушай, и не особо реагирует на все эти вещи, как фигово устроена пока наша страна. Фигово. Значит, у нас больше будет возможности себя проявить как надо. Запомнил? Действуй.